Возраст дает о себе знать. Хотя Мария считает, что я моложе своего возраста выгляжу. Правда, Мария? Безусловно. Тем не менее, внутри все нормально. По возрасту. Не будем отступать от правил. Ваши вопросы, наши ответы. Здрасте. Здравствуйте. А вы откуда? Я из Санкт-Петербурга, меня зовут Валерия. Михаил, Мария, очень приятно. Давайте, очень говорите, приятно. Валерия. Я сейчас нахожусь в такой достаточно сложной ситуации. У меня, как мне кажется, заканчиваются отношения. Я в отношениях практически 19 лет. То есть с 15 лет мы с молодым человеком, он на 5 лет старше меня, и на протяжении всех отношений у нас стояла проблема с алкоголем, точнее, она стояла у меня. И сейчас, наверное, вот я год уже слушаю, Михаил, ваши лекции, слушаю постоянно программу «Взрослым о взрослых». Видимо, я сегодня неспроста вам позвонила. И я пытаюсь сейчас, мы как бы практически на стадии развода, должны подать завтра заявление на развод. Детей у нас общих нет. Подождите, инициатор развода кто? Инициатор развода я, потому что, мне кажется, я со своей стороны, знаете, перепробовала все. То есть я старалась... Подождите, вы сказали, что проблема с алкоголем у вас, то есть вы алкоголик? Нет, я не алкоголик, алкоголик супруг, но у него нет с этим проблем, он не считает себя зависимым. Вот видите, вы что говорите, вы так, ставите меня в ложные представления. У меня проблема с алкоголем. А тут оказывается, что вы нет имели в виду, что у вас нет проблем с алкоголем, да? Да. То есть у вас проблема с супругом, а не с алкоголем? Да, у меня проблема с супругом, который цепочка пищевая. У меня проблема с регулярно. супругом, а у супруга с алкоголем. Нет супруга, нет проблем. Вы это хотите сказать? Мне казалось, что так, но я просто старалась в этих отношениях сделать абсолютно все, там как-то, не знаю, поддерживать. То есть я не спасатель, не доброход, как вы говорили в передачах, я не подливаю там в супы какие-то зелья и так далее. Мне всегда казалось, что если человек хочет, он может как-то побороть этот вопрос сам, тем более, когда на кону стоит его счастье семьи личное и успех. И просто мне, конечно, очень тяжело было решиться на развод, и мне кажется, я до конца не готова к этому. И я просто пытаюсь сейчас понять, как мне найти вот какую-то опору в себе, чтобы довести это дело до конца и не возвращаться обратно, не верить каким-то обещаниям, потому что, к сожалению, становится все только хуже. То Валерия, есть, да, конечно. Я вам отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что мы получаем следующую ситуацию. Вот сейчас нас многие люди слушают, и у них есть похожие проблемы. Не в смысле мужа-алкоголика, а в смысле они такие, какие они есть. Вот тут они решили что-то сделать, а их психика очень сопротивляется, как, собственно, и ваша. Да. Я не готова, я не знаю, мне нужна помощь. Почему? Дело в том, что когда у человека есть привычное сознание, обычная психика, то он живет, как вы живете. Он выходит замуж и живет с алкоголиком и терпит какое-то время, правильно? Да. В какой-то момент терпение заканчивается. У других это проблемы с ненавистной работой, я не знаю, еще с чем-то. И тут, когда человек пытается изменить что-то в своей жизни, его психика привычно заставляет его страдать, переживать. А если я буду жалеть? А может быть, я погорячилась? И так далее. Абсолютно. Конечно. Абсолютно. Поэтому мой совет в этой ситуации следующий. Надо сначала изменить саму психику. Если вы в состоянии справиться с этой ситуацией, то вы можете, пожалуйста, разводиться сколько хотите. И это будет первый шаг на изменение психики. Психика, она реагирует на действия. Я знаю, что очень многие люди обожают мантры, заклинания. В 70-е годы была такая очень модная тема — аутотренинг. Когда вы повторяете, был такой анекдот, когда ребенок говорит: мама, мне в школе дразнит, что у меня голова квадратная. Она так рисует, в воздухе квадрат, говорит: да нет, сынок, она круглая, а рукой гладит квадрат, в общем-то. Это не работает. Я самая привлекательная и обаятельная, помните? Да. Фильм, Да. Это как раз оно. Вот. А самое главное для психики — это ваши действия. Когда вы совершаете конкретные действия, то при всей ломке, а у вас ломка, в каком смысле даже наркотическая,
Вы страдаете, потому что вы привыкли страдать, к сожалению. И когда вы начинаете ломать обычное, привычное поведение, то вас, как, я прошу прощения, наркомана тянет на страдания, в общем, ломка начинается. Вы должны не только с мужем эту проблему решать, вы должны решать вообще с людьми. Каким образом? Человек не должен ничего терпеть, то, что ему неприятно, ни ради чего. Он не должен позволять людям. Тут, получается, мы сейчас немного переходим к той теме, которой не было про личные границы. Пересекать эти границы, говорить то, что ему неприятно и так далее. Не должен. Да, Мария? Вернемся сразу после рекламы. Вот так, да? Вот так. Я хочу доответить предыдущей Валерии, а потом перейти к следующему звонку. Так вот, друзья мои, когда вы привычно живете, привычно, я сейчас не только про Валерию говорю, для многих людей, а привычно, вам неприятно, но вы терпите, вам неудобно, некомфортно, но многие даже страдают, и вдруг вы решили все порвать. Это еще Достоевский сказал, Валерий, я сейчас не про вас говорю, бунт рабов особенно страшен. Так что получается, что люди потом очень страдают и переживают. Поэтому начните с малого. Начните с того, что не сильно вас волнует, и не терпите, не делайте того, не позволяйте людям с собой как-то вести и так далее. Вот Валерия нам написала, Валерия, кстати, очень красивая по аватарке, Валерия пишет, что с другими людьми у нее проблем нет, что проблема такая только с супругом. Ну, вы знаете, Валерия, там Валерия может свой телефон оставить, мы потом договорим, потому что мы же не можем все время говорить об одном и том же. Это интересная тема, потому что мы как неподготовленная психика, что ли. Вот возьмем меня, например. Я на это потратил не 1 год, и моя психика так уже устроена, что когда мне некомфортно, при совершенно минимальных переживаниях я просто соскакиваю. Я могу потом думать об этом, да, но моя психика уже сама не хочет туда лезть. Ей уже неприятно. Если сказать коротко, люди, которые тебя не любят, тебе вообще не интересны, скажем так. И, кстати, Валерия правильный вопрос задала. Она говорит, хорошо, это болезнь, я уважаю больных людей, но это его выбор. У нее есть я, у нее есть семья, а с другой стороны, у нее есть болезнь, он не хочет ее лечить. Это его выбор. 100%, конечно, его. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Вы не муж Валерия? Нет. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Вот я вам звонил во вторник в прошлом месяце, как раз такой же. Угу. Вот, и спрашивал по поводу упражнений, связанных с расписанием. Вот, у меня сорвался звонок. Давайте, договорим, да. Вот, и я вот хочу задать... У меня вот есть вопросы, которые появились, когда я начал реально жить по этой методике. Давайте я только, Евгений, 3 секунды расскажу, о чем мы говорим, чтобы всем было интересно. Друзья мои, есть проблема у людей, которые не структурированы, которые не живут своей жизнью. Я не могу, наверное, вам сейчас коротко объяснить, в чем проблема. Я могу сослаться на великий фильм Отара и Оселяне «Жил певчий дрозд». Там про парня, который, вот его позвали, он пошел. Он играет в оркестре, по-моему, на литаврах. И в конце каждого выступления, у него в конечной партии, он прибегает, одевает фрак на ходу, ударяет в тарелки, кидает тарелки, опять куда-то убегает. Есть люди, которые берутся, бросают, забывают, переносят. Они, человек живет, и вот ему позвонили, сказали, Серега, что ты делаешь? Говорит, да, ничего не делаю. Приходи, мы тут бухаем, у нас компания клевая. Серега пошел. Почему? А у него нет ничего своего. А что выходные? Я не знаю еще что. Может, я посплю, а потом. Но когда проснусь, я решу. И многие люди очень страдают из-за этого, потому что их жизнь всегда подчинена каким-то другим людям. Там много таких примеров. Я просто взял такие, может быть, прикольные. Так вот, я придумал для людей, которые хотят вернуться в нормальное русло жизни, сами управлять своей жизнью, сами контролировать свою жизнь. Правила по расписанию выглядят следующим образом.
Ваша задача в течение одной недели не иметь ни одного минуса. Вы можете начать даже не то что неделю, а 7 дней, любых, с любого дня недели. Значит, вы пишете себе расписание, сами себе придумайте, не я, лично вы, как вы хотите, так и придумывайте. Я сейчас в общих чертах объясню. И у вас левая колонка, вертикально это я проснулся, туда-сюда, и в конце я пошел спать. Вот от пробуждения до отбоя у вас все расписано. Справа колонка плюс или минус, я сделал или не сделал, и еще колонка я сделал, но не вовремя. Это как бы и плюс сделал, и минус не сделал. И дальше последняя колонка, это когда вы пишете в одно предложение причину. Заговорился, заболтался, забухал, проспал, забыл. Вот одно слово. И дальше вы начинаете работать над ошибками. Сначала вам становится понятно, в чем обычно ваша проблема. А дальше, как эту проблему решить. Если вы в течение 7 дней подряд не имеете ни одного минуса, то, как говорил Бендер, вы или бог, или полубог. А Евгений, теперь я весь ваш. Вот. Пока у меня звонок не сорвался. Хорошо. Вот у меня, я живу не на пятидневке, работаю. То есть у меня нету такой четкой границы между работой и свободным временем. И вот вопрос, я же не должен разговаривать по телефону, если я не написал в расписании, что я сейчас разговариваю по телефону. Правильно? Вы Нет, подождите, такие вещи, как разговор по телефону, мы так мелко не пишем обычно. Вы же не пишете, пописал 3 минуты 26 секунд. Нет, так же это нельзя. Дела должны укладываться примерно, скажем, в интервал 2 часа, плюс-минус. А вы по поводу телефона с чем спрашиваете? В ваших роликах, где вы рассказывали подробно про... Да, я имел в виду, что если вы чем-то заняты в этот момент, вы работаете над чем-то, то вы не должны отвечать на звонки, потому что у вас сейчас другое дело. Но если вы ничем не заняты, я не знаю, телевизор смотрите, обедаете, вы можете ответить, не разговаривать, то есть не менять одно дело на другое, а я не знаю, поднять трубку и положить ее. Мало ли, может, кому-то срочно надо что-то. Да, вот я хотел спросить, а если это звонок по делу, если это, например, клиент, или это звонок по начальнику будущего, отклик на мое резюме? Не дай бог. Это может быть звонок от близких людей, за которых вы волнуетесь, переживаете. И то вы можете с ними договориться, что если срочно надо, пусть смс-ку пишут. Дело в том, что как только, тоже интересно, Евгений вопрос задает, как только вы говорите, алло, это мой начальник, это мои будущие миллионы, это моя квартира в Монако, это мой Роллс-Ройс, я не могу не ответить. В этот момент у вас в голове сразу выстраивается система ценностей, где целые пирамиды, вы, кстати, внизу пирамиды, а наверху какие-то огромные большие люди с огромными деньгами, которые могут сделать вас счастливыми. Это дорога в никуда. Вас счастливыми можете сделать только вы сами. Денег заработать можете вы сами. Нет никакого начальника, который может вам это дать. Евгений? Доктор, мы его теряем. Михаил, я предлагаю взять вот какой вопрос от нашей слушательницы, когда дети повторяют сценарии родителей. Пишет Анна, 41 год. Здравствуйте, моя мама 25 лет прожила с отчимом, который не работал и сидел у нее на шее. Я специально вышла замуж за состоятельного мужчину, который не мог сесть мне на шею. Но там была история, что он, в общем, издевался надо мной, изменял. Я терпела, но лишь бы не как у мамы. И вот мы с ним разошлись. И я вышла замуж, и вы не поверите, Анна. Как в идеале? Вы могли бы еще сказать второй раз за мужчину, который издевался. Нет, давайте без шуток. Ну, в общем, история такая, что муж сейчас зарабатывает среднее, и Анна чувствует, что он как раз-то не против посидеть на шее, хотя у них 3 детей. А я категорически это не приемлю. Что я делаю не так, спрашивает Анна. Почему всю жизнь я сопротивлялась маминому примеру, а оказывается, что я медленно и верно начинаю повторять ее судьбу? Как не быть, как она? Анна, дорогая моя, вы делаете не так, тем, что вы не живете, а воюете. Воюете с призраками прошлого, вы воюете с отчимом, вы воюете с маминой судьбой. Наверное, вы уже устали воевать. Начните просто жить. Давайте попроще попробуем отнестись к вашей истории. Как она выглядит? Итак, вы говорите:
Михаил, вот мама так жила, содержала отчима, негодяя, тунеядца. Я так жить не хочу. Не живите. Почему вы должны терпеть измены и хамское отношение к себе из-за этого? Где логика вообще? Дальше. Вот у вас есть муж, 3 детей, муж средний зарабатывает. Если вы не хотите мужа содержать, не надо его содержать. Как бы вам это объяснить? Вы хотите давать деньги, даете деньги, не хотите, не даете. Проблема вашего мужа, это сколько он зарабатывает, это не ваша проблема. Во-первых, он у вас работает. Это тоже неплохо, он же не тунеядец на шее не сидит. Может быть, вы больше зарабатываете. Но дело в том, что дело не в том, сколько кто зарабатывает. Дело в том, что вы не должны делать того, что вы не хотите. Не надо бороться с мужем. Не надо видеть мужа отчима. Не надо в своей жизни видеть мамину жизнь. Этого ничего делать не надо. Надо просто жить, получать от жизни удовольствие. А деньги хотите — давайте, хотите — не давайте. А вот у меня ребенок говорит: папа. Я говорю: что? Ну, какая сумочка красивая. Я говорю: забудь. Не, ну я просто попыталась. Да-да, нет-нет. Вот оно, нормальное отношение. И люди как бы не парятся по этому поводу. А вы прямо, я смотрю, грудью легли на свое детство. Не надо. Добрый вечер, Алена. Здрасте. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Ольга, звоню вам из Москвы. Хотела задать вам вопрос по теме терпения. Вот, знаю ваши правила, знаю, что говорить нужно 1 раз. И хотела узнать, вот что в вашем понимании есть вот это терпение. Вот эта великая фраза наша, да, русского народа, что как это терпение благодетель, да, Бог Христос терпел, да, и нам велел. Да, и нам велел. И, Михаил, мне очень нравится ваша история про ту девушку, которая сказала вам: если ты еще 1 раз скажешь слово «мать», да, был такой у меня в детстве. Да, вы знаете, вот вы ее уважаете, я ее тоже за этот поступок очень уважаю. Но если бы она перетерпела это, и вы встретились с ней в следующий раз, и вы бы не нервничали, то, наверное, вы бы по-другому с ней уже общались. Оля, вот прекрасное продолжение. Вот люблю я свою работу. Видите, что вы говорите? Вы сейчас рассуждаете как жертва. И вся идея терпения сводится к тому, что потерпи, и будет тебе счастье. Да. Но самое интересное, что в том месте, где Иисус терпел и нам велел, счастье предполагается не в этой жизни, а в загробном мире. Давайте я кое-что вам объясню. Православная культура, как сказать, осиянная именами Толстого и Достоевского, в частности, предлагала людям терпеть вообще, как смысл жизни, для того, чтобы в гробу уже чувствовать себя прекрасно, в раю. Понимаете, в чем проблема? Это не в смысле бы она меня сейчас потерпела бы, сегодня она будет терпеть меня, а давайте продолжим этот список. Дело было в СССР, дальше я обхамилю в магазине продавщица, она бы потерпела и колбаски бы поела, вы не поверите. А так, как дура, ушла из магазина голодная, потому что она не хочет, чтобы ей хамили. Дальше она приходит в ЖЭК, где такой же пьяный слесарь говорит: да пошла ты. Она бы потерпела, ей бы лампочку вкрутили. Так люди жили целыми поколениями, они до этого крепостными были. Понимаете, куда я клоню? Да. Ну, ничего хорошего. То есть ваша логика такая: если ты немножко потерпишь, то что-то добьешься. Я правильно понимаю? Нет, я как раз вот хочу ваше мнение. Ну вот, я вам отвечаю, что да, наверное, если бы она перетерпела, но, как говорят люди сидящие, она уже была бы терпилой. Она была бы уже человеком, который даже в моем понимании, то есть я бы уже с ней не считался. Потому что это же считывается все на уровне инстинктов у людей. Человек, который проглатывает то, что ему неприятно, делает вид, что все нормально, у тебя сразу с ним отношения формируются так, как он это позволяет. Поэтому это иллюзия. Но многие считают, что надо потерпеть, чтобы что-то получить. А я вам хочу реально сказать, что вот эта религиозная идея, она вообще не про эту жизнь, а про загробную. Что, опять до свидания? Да, мы сейчас идем на рекламу, что ж такое-то? Но перед этим я сделаю тизер. Делайте свой тизер. Через 3 минуты вы узнаете, надо ли хранить письма, фотографии бывших. Это вопрос от нашего слушателя, но вернемся через 3 минуты.
И мы, Михаил, обещали ответить на один вопрос, тизер которого я сделала. Какой вопрос? А вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, хранить ли письма, фотографии бывших любимых, с кем не сложилось, но шрамы на сердце остались? Смотрите, шрамы должны заживать. Заживать через «и», а не заживать через «е». Не заживать вас окончательно. Да. А вы теребите, в раночке ковыряетесь, говорите, вот, а давай я еще раз пострадаю, письмо достану, на фоточку слезой капну, и так всю ночь буду плакать в подушку. Вы для этого хотите сохранить письма? Я считаю, умерла так умерла. Но решать вам. В прошлой программе, можно я тоже скажу два слова от себя? От Александра. Вы говорили, что не стоит подменять понятие, что алкоголик не любит выпивать, он болеет, и ему надо лечиться. А людей с лишним весом вы призываете принять себя, но ожирение – это тоже болезнь. Как справиться с этим противоречием? Дорогой Александр, здесь нет никакого противоречия. Я никому не говорю, что ему делать. Алкоголик должен просто сказать себе, что он не любит пить, а у него проблемы с тем, что он наркоман, потому что он не может не пить. У людей с лишним весом не должны комплексовать из-за лишнего веса. Вот о чем я говорю. И принимает себя таким. Но он не должен говорить, что я хочу есть, как и в случае с алкоголизмом. Он должен говорить, что идет нарушение пищевого поведения, что он заедает свои эмоции и так далее. Вот о чем идет речь. А лечиться ему или жрать дальше, или бухать, это он должен решить. А не это самое... я сказал так или иначе. И кто я такой вообще, чтобы говорить людям, как им жить? Есть фильм Вуди Аллена про огромную еврейскую семью. Я его, кстати, цитировал уже, название так и не вспомнил. У Вуди Аллена в каждом фильме огромная еврейская семья. Да, нет, просто кто-нибудь сейчас там напишет. И там один из сыновей мафиози, который убивает людей и закатывает их в бетон. И его, наконец, ловят и сажают на электрический стул. И перед смертью он принимает христианство. И вот, значит, он казненный христианином, и драма в доме его родителей, они плачут, и, потому что уже получилось так, что он мертвый, и он умер не евреем, а христианином. И вот мать убивается, отец говорит, если бы у нас был загробный мир, у нас было бы гораздо больше клиентов. Иудеев нет загробного мира, никто не предлагает потерпеть ради рая на том свете. Звоночек принял, да? Это было красиво, доктор. Я старался. Добрый вечер. Меня не обрывали. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, и у меня вот такой вот вопрос. То есть я себя все время чувствую не до плохой мамой, плохой дочкой, плохой женой, плохой коллегой, плохим руководителем. То есть я все время недовольна собой. И как бы, соответственно, у меня такое... Ну, то есть я все время мне себя жаль. Алло, вы там? Алло. Алло, то есть... да. Да, по вас слушаем. У меня тут со связью какая-то проблема. Вот, и то есть как мне справиться с этим? Как мне себя вот привести в чувство? Ну, у вас серьезная проблема, потому что люди в одном месте располагают неврозы, а вы решили сразу веером везде расположить, что я и мать плохая, и жена плохая, и дочь плохая, и работник плохой и так далее. У вас очень низкая самооценка. Вам надо ее поднимать. Как вы ее можете поднять сами? Вы можете не делать то, что вы не хотите вообще. И у меня сразу к вам вопрос. У вас есть что-то, что вы делаете, а делать этого не хотите? Ну, наверное, я не хочу ходить на свою работу. А есть что будете? Ну, как бы, не знаю, надеюсь. Ну, я все время работаю с раннего, вот как только мне исполнилось там немного лет, я сразу пошла работать, я все время рассчитывала только на себя. Поэтому я не могу позволить себе такую роскошь и не работать. Конечно, а есть буду... какая-то работа, которую вы бы полюбили, если хотели бы на нее пойти? Опять-таки,
связи с тем, что у меня низкая самооценка, я себя не вижу. Ну, я работаю на этой работе, на которой работаю уже 24 года. А что бы вы хотели? А у вас есть какие-то желания, что бы вы хотели? Нет, потому что мне кажется, что опять-таки... Тогда начнем, я понял, все запущено. Значит, ну, кроме традиционного предложения пойти к психологу, то, что вы можете сделать, еще раз, вы можете прямо с утра спрашивать, что вы хотите, и пытаться делать то, что вы хотите. И это касается, ну, сначала простых вещей. Одежды, еды. Например, у вас семья чем-то занята, вы хотите сериал посмотреть. Вы должны встать и сказать: я дико извиняюсь, я пошла смотреть сериал. Почему? Хочу. А мы сейчас сидим, разговариваем. Вот разговаривать не хочу, а сериал хочу. Вы должны начинать понимать свои желания. Вы должны иметь свое пространство, чтобы люди с вами считались и уважали и так далее. И когда вы постепенно начнете жить так, как вы хотите жить, ваша самооценка начнет увеличиваться. Тогда вы, наконец, поймете, чем вы хотели заниматься. Дальше. Не надо спрашивать других людей, хорошо вы делаете или плохо. И там, я не знаю, мужа, ты меня любишь, хорошая ли я мать ребенка и так далее. Не надо этого делать вообще. Вообще никого о себе спрашивать не стоит. Люди пусть сами скажут, если захотят. Вы должны стараться делать то, что вы хотите, имеется в виду ваше желание реализовывать. Конечно, вы сейчас скажете: а у меня нет желаний. Вот начинайте с простых вещей, начинайте хотя бы что-нибудь хотеть, и тогда все пойдет нормально. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Александрия. К сожалению, у меня сложилась такая ситуация. 4 года назад я сказала нет одному, можно сказать, психически больному молодому человеку. С тех пор у него цель отомстить мне с помощью преследований. На данный момент, пока эти преследования ограничиваются социальными сетями, с каждым разом угроза все больше и все страшнее. И начиная от всяких там оскорблений, заканчивая угрозами моей жизни. А вы пытались хотя бы к юристу пойти с этим? Прокуратуру, юристы, МВД, куда-нибудь? Я сейчас работаю над этим, чтобы подать заявление, но, к сожалению, я не первая жертва у него, и люди уже обращались и в суд, и как бы там практически ничего невозможно сделать, так как это как называемый онлайн-буллинг такой. Ну почему? У нас за посты, как вы видите из наших новостей, студентов пытаются вообще отчислить. Но если серьезно говорить, буквально вчера было постановление суда в каком-то городе, где суд обязал жену опровергнуть в сторис то, что она писала о муже. Ну, то есть какие-то рычаги управления. Нет, угроза жизни и здоровья. Подождите, Подождите. Я хотела бы поправить, что я не в России нахожусь, я живу в Германии. И здесь все немножко сложнее, потому что нужно доказать, что это именно он пишет, а с этим... Но я думаю, что это должны делать юристы. Дело в том, что тем более в Германии угроза жизни и здоровья человека в любой форме, через социальные сети, впрямую, с записочкой, считается угрозой жизни и здоровья и преследуется по закону. А что вы хотите у психолога в связи с этим спросить? Потому что это юридический вопрос. Я как бы работаю, собственно, чтобы там подавать в суд и как-то себя защитить легальным образом, но мой вопрос в том, что так как я считаю себя достаточно творческим и общительным человеком, я отчасти, мне нужно это общение с окружающими людьми, но данная ситуация за последние 4 года повлияла на меня так, что я от страха за свою безопасность закрылась от всего, от социальных сетей, от окружения, то есть я прекратила какую-то социализацию, и вот перестала делиться вообще какими-то своими событиями. Слушайте, это очень хорошее содержание. Вот, когда вы будете с юристом разговаривать и скажете, как это ухудшило качество жизни, это только надбавит вашему неуравновешенному преследователю или штраф, или срок. Кстати, забыл вам сказать приятное. Если он вам угрожает, то ничего делать в принципе не собирается. Как правило, собираются делать те, которые вообще рот не открывают.
Я это понимаю, да, но с другой стороны все равно возникает такой страх, и вот я хочу спросить, как ограничить себя от вот этого страха, сказать своему страху нет, и не дать ему повлиять на мою жизнь, чтобы можно было как-то перейти через свой страх и дальше начать социализироваться как-то. Ну, как сказать, страху нет. Вы должны рационализировать эту историю, вот то, что я сейчас сказал, и сказать, это давно продолжается? Уже где-то 4 года, да. Ну, это все, что вам грозит, это неприятно. Его задача не убить вас. Его задача помотать вам нервы, что он успешно, собственно, и делает. У нее это цель, чтобы вам было плохо, чтобы вы закрылись, чтобы страх был и так далее. И он это и делает. Я вам, во-первых, советую пойти к психологу, потому что у нас формат вопрос-ответ на радио, понимаете? И, во-вторых, перестать бояться просто потому, что он 4 года преследует вас словесно и ничего не делает. Люди делятся на тех, которые делают молча, и на тех, которые трепятся и не делают. Это тот самый случай. Вот. Ну и, конечно, я бы все равно в суд подал бы. Вопрос от Татьяны про агрессию. Как справиться с неуправляемой агрессией? Я в разводе, живу вдвоем с дочерью, дочери 12 лет, и бывают моменты, когда меня просто начинает бомбить от какого-нибудь пустяка. Например, по моему мнению, дочь плохо помыла посуду, и я могу начать ругаться матом. Дать подзатыльник, например, и в этот момент у меня все кипит внутри. Сама я против насилия, потом испытываю чувство вины, и родители меня тоже били. Татьяна, 41 год. Татьяна, есть так называемые приступы ярости и агрессии, которые снимаются часто даже медикаментозно. Но для того, чтобы с этим разобраться, вы должны начать хотя бы с психолога, потому что обычно у неконтролируемой агрессии есть 2 причины. Первая причина – это устройство психики, где очень плохой контроль над эмоциями. И второе, сами эмоции, негативные и агрессивные, являются следствием обычной агрессии, то, что вы говорите, вас били в детстве. То есть у одних людей это подавленные эмоции, а у вас, наоборот, так сказать, вышедшие из берегов. И надо проработать эту детскую историю с тем насилием, которое вы испытали в детстве от родителей. И плюс разобраться с психикой, которая это не контролирует. И вот по совокупности этих 2 мер, я думаю, это вам поможет. Вопрос чем-то близкий вот этой ситуации, но немножко другой. Мы с мужем ругаемся из-за пустяков. Не убралась, невкусно приготовила и так далее. Скандалы доходят до рукоприкладства. В этот момент хочется убить, развестись и убежать. Потом, через 1-2 мы успокаиваемся, и все проходит. Но осадочек остается. Вопрос. Нет вопроса? Вопроса нет, но, наверное, вопрос, что делать, знаете, такой. Но, Мария, лично вам отвечаю, раз от вас нет, вопрос. Мне не надо в данном случае отвечать. Да, конкретизировать милые вопрос. бронятся, только тешатся. Добрый так живут вечер. невротики, кстати, самое интересное, их много, невротиков, их миллионы, они так живут. Ну, я не знаю, может быть, вопрос был, как реже ругаться, нам как нравится. Как чаще, но, да. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мария. Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась до вас. У меня такая непростая жизненная ситуация. Дело в том, что жила в гражданском браке целый год с молодым человеком, мне сделал предложение. Мы прекрасно жили, не ругались. И даже планировали детей на будущий год, да, и дело в том, что получилось так, что у нас, я забеременела, и ребенок получился незапланированный раньше, чем мы договаривались. И молодой человек сначала сказал, что он рад, на следующий день пришел, сказал, что он не готов к детям. Но так как мне 35 лет, и ребенок первый, я подумала, что все равно ребенка... Мать-то готова? Не меня? Я говорю, мать готова? Да. No. Да. И дело в том, что он собрал вещи и ушел. Я осталась беременная одна, очень тяжело переживала этот разрыв.
потому что меня никто никогда не оставлял. Ну, потому что еще беременна, еще меня бросили. Я понимаю, что у меня здесь случилась психология жертвы. И Стоп, почему это у вас психология жертвы? Зачем вы на себя наговариваете, мамаша? Почему психология жертвы? Вы решили, что вы будете рожать для себя ребенка, я правильно понимаю? Да. Ну, а как говорится, отец ребенка, свидание было без любви, разлука будет без печали. Я тут большой проблемы-то не вижу. Зачем вам такой муж, который вот так относится к вам? Простите, пожалуйста, да. Перебиваю. Дело в том, что я постоянно живу в прошлом. Я не могу смотреть на другие семьи. Мне очень жаль, что у меня семья не сложилась. Подождите, что же вы все в одну кучу-то валите? Как это сложилось? Вы сейчас беременная? Нет, я родила ребенка. У меня ребенку 4 месяца. Вот, ребенку 4. Кто у вас? Мальчик, девочка? Девочка. Как ее зовут? Мия. Мия? Да. Скажите, а вас как зовут? Вера. Вера, вы счастливы, что у вас есть ребенок? Да. А зачем же вы в эту, как говорится, бочку с медом кидаете постоянно ложками, у нас тут нельзя выговаривать, дегтя? Дело в том, что я очень хотела полную семью, потому что сама росла без отца. Это не разговор. Вы хотели полную семью, а она не вам, как сказать, она вам ничего не гарантирует. Если бы ваш друг, не ушел, а остался, ушел бы через год, вам легче было бы? Нет. Вы хоть на себя рассчитываете, вы молодец. Вы научились жить самостоятельно. И я думаю, что вы должны просто с психологом избавиться от... У вас какая-то депрессия, я думаю. Да, пострадовая. Надо эту проблему решать. Кстати, даже, думаю, может быть, и не с психологом, а с врачом. Звоночек, давайте. Звоночек. Здрасте. Говорите. Добрый вечер, меня зовут Владислав, 29 лет, город Москва. Да, Владислав, говорите, пожалуйста. Я хочу сначала сказать о себе немного, да, в своем возрасте нет проблем с самооценкой, с принятием себя, лет 5 уже слушаю вас, а сейчас в преддверии 30 лет немножечко начинает меня колбасить от того, что мои ровесники есть, которые более успешные, и я себя ненароком с ними сравниваю. Мне это не очень нравится, и я бы хотел узнать, как себе это побороть и понять, что мой путь, он правильный, он мой, и ни с кем сравнивать себя не нужно. Это очень просто. Есть, я думаю, в Форбсе международном люди, которые моложе вас и уже богаче. У меня была, одна знакомая девочка, ей лет 14, у нее порядка уже 16 миллионов долларов. Она то ли блогер, что ли, тиктокерша. Уже все, отпускает, нет? Да, немножечко понимаю, в какую сторону мы идем. Это, знаете, у Маяковского есть такие стихи, может быть, Мари помнит, что ревновать надо не к соседу, а к Копернику. Я не помню, в школе проходили. Вы, понимаете, очень мелко взяли. Вы каких-то берете, своих, я не знаю, одногодок, да, у которых зарплата на 5000 рублей больше. Я правильно понимаю? Немножко в других масштабах, раза в 3-4 больше, чем у меня. Хотя у меня с работой проблем нет, она мне нравится. А чего вы в мелкой луже-то плаваете? Вы сразу переходите к Цукербергу, например. Он не намного вас старше. А вообще, если вы покопаете в Силиконовой долине, там есть просто пионеры, у которых по 10-15 миллионов долларов за первый год. Как жить-то с этим, а? Сказать, Михаил, а вы как с этим живете? Мучаюсь, конечно, страдаю. Нелегко, стараюсь не думать об этом. Проблема в том, что вы себя сравниваете с другими людьми. Вы всегда будете проигрывать. Всегда будет кто-то успешнее вас. Понимаете, какое дело? Да. А что это вообще за история? Это история опять про низкую самооценку, раз. Про нелюбовь к себе. То есть есть какие-то другие люди, которыми вы хотели бы быть. Понимаете, что происходит? С точки зрения заработка, 100% вы хотели бы быть теми, у которых в 3 раза больше. Я правильно понимаю? Да. И последнее, чтобы не затягивать наш бессмысленный разговор. Есть один критерий успешности. Вы или счастливы, или несчастливы. Если вы несчастливы, какая разница, сколько у вас денег, когда вы все равно несчастливы? Резонно ведь? Согласен. Успехов.
Последний тогда вопрос. Татьяна, 34 года. У меня 2 детей, и я стала осознавать, что моей собственной содержательной жизни вообще больше нет. Плохо то, что я вообще уже не вижу, что может быть по-другому. С детьми я одна. Как себя вытащить из такой ситуации? Я думаю, что это конкретно Татьянин частный случай. Я думаю, что у Татьяны вот такая апатия, может быть, а может быть, как часто бывает пострадовая депрессия. Почему я так думаю? Я знаю, что очень много... Я даже не то, что знаю. Я своими глазами видел, например, у меня была подруга, мать 4 детей. И у нее была своя жизнь. Мы с ней встречались, пока дети ходили на какой-то концерт в музей Глинки. Так вот, всякое в жизни бывает. И просто вам кажется, что весь мир как бы вот сузился до того, что у меня есть 2 детей, и я как мать, и по-другому я себя не вижу. Есть куча возможностей, при которых вы, конечно же, можете иметь свою полноценную жизнь. И первый на пути этих возможностей няня. Ну, обычная няня, которая просто... Но тут Татьяна вам возразит. Я немножко побуду Татьяной, вот которая одна. Да, Татьяна, скажет, Мария. Да, Татьяна, она скажет: Михаил, а нет у меня денег на няню? А надо работать так, чтобы деньги были, вспомнить про родственников дальних. Возможностей много. И в очень общем, многие люди... Позволить да, себе конечно, няню вообще отдыхают с детьми. внутренне. Шикарно бегают по Гималаям. Слева один ребенок, справа другой. И они свою жизнь даже на миллиметр не сократили. Живут так же широко, как и до деторождения.